Ну что, ребята, привет! Сегодня заключительный день нашего пути Сантьяго, и раз у нас оставалось всего 15 километров, я поняла, что ролик получится слишком коротким, поэтому я решила объединить финальный день и все наши осознания после завершения пути в одно видео. В этом ролике вы увидите кадры того, как мы провели 4 дня после завершения маршрута. Эти 4 дня мы просто восстанавливались, лежали, отдыхали, приходили в себя. Мы планировали идти 14 дней, но дошли за 10. Так что у нас внезапно появилось время для отдыха, чему мы были очень рады. Параллельно я поделюсь с вами своими осознаниями спустя полгода после пути, что мы прожили, какие изменения прошли, какие внутренние трансформации продолжаются до сих пор. Потому что хотя физически мы завершили путь Сантьяго еще в июле, настоящий внутренний путь начался именно тогда и продолжается по сегодняшний день. Мы безумно благодарны этому опыту и себе, что решились на такой шаг. Поэтому берите печеньки, вкусняшки, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Last kilometers. Letzte Kilometern. We are finishing. We're finishing our way. Guys, it's amazing. It's wonderful. It's beautiful. It's hard. It's perfect. It's easy. It's oh my god. I have so feel a lot of emotion. Не хочу, чтобы заканчивалось на самом деле. Иду сейчас такой, уже конец. Не хочу, чтобы заканчивалось это все. Я не хочу, чтобы заканчивалась память в телефоне, потому что уже все на пределе. И не хочу, чтобы заканчивался путь этот. Хочу еще. Хочу еще. Утром встал, было тяжело. Сейчас иду и такой, хочу еще. Дальше идти хочу. Сидим с бодром за столом вдвоем. И дату напиши. Путь камина почти уже. И там было написано, ну и что же теперь, а? И меня прям пробрало, потому что же ж кайф ловить надо, жить, жизнь свою. Ура! Это же классно! Вставать утром вставать рано. И идти, гулять куда-то далеко. Далеко от дома выходить. Возвращаться назад, готовить завтра, кайфовать, делать свои дела, идеи воплощать. Идея пришла, воплотил. Не надо их тянуть за собой, вот эту как консервные банки на веревочке. Просто пришла идея, бери, воплощай, Это я себе сейчас говорю. Ну и ты там, кто там смотрит, тоже слушай. Пришла идея, иди сразу берись. И делай, нехер сидеть, вот это, думать там над этим. Может не так, а может так. Да пофиг вообще реально. Вообще пофиг, идеи обижаются, а потом и сидят обиженные, плачут там в ящике в этом долгом, куда ты их откладываешь, Это я себе сейчас говорю, себе. Кайф. Бамбалейла. Меня пробрало прям совсем совершенно. Соло Перегринус. Вот сидит. Какой ты красивый пенек. Дедок тоже такой милый. Боже, я не знаю, я когда вот это меня начинает пробирать, вот это все красивое, все люблю. Я не знаю, это состояние, конечно, редко, но вот оно прям пробирает меня. Бывает так. Когда я начинаю все вокруг любить, и все вокруг так красиво, и все кажется достижимым, и все кажется прям, вот оно прям рядом с тобой, и все у тебя есть. Это прям кайф. Это прям кайф. Собака. Чего подвозишь, как хочешь служить?
Мы видели этого паренька в Риго. Теперь он везет деда и рассказывает про то, что он американец, приехал сюда в первый раз вообще за пределы Америки. Это его первое такое путешествие. Что? Мы дошли. Да постой до секунды. Что, нормально все? Мы дошли нормально, без травм. Класс. Португальский путь завершился. Но нас ждут другие пути. Да. Сори. Ах ты ж. Ну вот мы и дошли. Я сейчас смотрю эти кадры, вспоминаю все, что происходило, и меня снова накрывают мурашки. Тогда, в тот момент, меня просто пробивало до костей этими мурашками, и мужу тоже. Осознания приходили одно за другим, мощные, глубокие. И сейчас, спустя время, я снова сижу и ловлю эти мурашки. Снова приходят какие-то такие вот осознания, они там были, они здесь сейчас есть. Атмосфера там была, ну, блин, просто... Я понимаю, что камера, может, не передаст, но попробуйте почувствовать, услышьте эту атмосферу сердцем. Попробуйте услышать мои слова сейчас сердцем, послушать меня сердцем. Мы реально не хотели уходить. Мы сидели возле этого собора, смотрели на него и не могли просто оттуда уйти. Там энергетика просто мощнейшая вокруг людей. Ну, то есть они все приходили, подходили, кто-то группами, кто-то компаниями, кто-то один, кто-то друзьями, кто-то парами. И мы от каждого человека, который приходил, просто ловили мурашки, от каждого. От их реакции, от их эмоций. Свою реакцию мы тогда же не видели, а теперь я пересматриваю видео и такая: вау, это реально мы такое прошли, мы это ощущали, вау. Но самое сильное — это вот все-таки там, да, это мощная вот эта общая энергия, знаете, как поле, общее поле мощнейшей энергии, чистой энергии, сердечной энергии, то есть когда сердечная чакра вот открыта, и там вот эти вот ощущения. И как будто вот тебя, знаете, как поднимает, крылья начинают просто распушаться и расти. Это ощущение, оно важное. Оно важное, оно нужное, оно пробуждает дух. Это пробуждающее дух ощущение. Я повторю еще раз. Это пробуждающее дух ощущение. Если у вас есть возможность, идите. Не думайте, просто идите. Это стоит каждого шага. Поверьте. Мы немного посидели на площади, повпитывали этой энергии и пошли забирать наши сертификаты. Вот мы стартовали 3-го. Тут 4-е, 5-е. Вон камины, кто-то нам писал 6-го. Угу. Это в этом в хостеле. 6-го, потом 7-е, 8-е. Расскажи. Кристина там получает свой паспорт. Здесь выдают нам сертификаты. В этой всей движухе есть сувениры даже здесь. И... Красиво, мы получили наши сертификаты. Мы прошли 280 километров. Я думаю, что мы все 300 прошли нашими петлениями. Мы искали, где поесть часто. Говорила. Сначала растерялась, конечно. Умница.
После того, как мы забрали сертификаты, нам захотелось вернуться на площадь и посидеть еще немножко. Мы вернулись, поснимались, повстречали всех людей, с которыми мы стартовали или знакомились, или шли в начале пути. Ну, как бы не всех, но достаточно все-таки много. Пофотографировались, поснимались немножечко. Да, у нас были на это силы, я сама не понимаю откуда, но они. О, Вот наши после, спустя 10 дней. Сильно мы поменялись? До после. Сильно? Скажите. это у нас последний день пути нашего. Первый, да. А то был первый, это было до, а это будет после. А это наше после. Одевать рюкзак он не говорит. Одеваю. Одеваю. Подождите, сейчас мы снимемся. 2 секунды. Ну, а затем мы взяли машину и отправились обратно. Как вы думаете, куда? Правильно, к океану. Сантьяго де Компостела всего в 50 километрах от Атлантики, и нам очень хотелось дойти до конца не только физически, но назовем это, пускай, энергетически, да, то есть ну, как бы собрать все в теле, что нужно было, что нужно было отпустить, что уже как бы хотела освободиться, но хотелось вот прям смыть через ноги. Очень сильно хотелось, чтобы ноги были в воде постоянно. И позволить телу и духу полностью завершить как бы процесс, который там только открылся. Это спойлер. Так вот, мы арендовали автомобиль и поехали в одну точку на побережье. Но приехали уже поздно, и заселиться куда-то было невозможно. Поэтому мы решили ночевать прямо в машине. И, в принципе, это и было реально крутым нашим решением. Мы спали под шум океана, рядом стояли автодома, и вот эта вся атмосфера, она такая, знаешь, ну, как бы теплая. Ну, то есть даже не было проблемы, что мы спим в машине. А утром Влад увидел оленя, который просто пробежал мимо нас, прямо возле машины. И мы такие, что «О, олень здесь, серьезно? Такое бывает?» И это были, ну, это было неожиданно, это вызвало очень яркие эмоции внутри нас. Вот такие мелкие моменты, которые потом вспоминаешь с улыбкой и чувством такое, блин, я хочу еще раз это прожить. И знаете, в этот день, на следующее утро, когда уже путь Сантьяго завершился, но спойлер, только начался. Я уже устала об этом повторять, но не устала, устала и не устала. И в этот день у меня просто было такое вот, знаете, состояние, как будто бы вот это можно сравнить, как будто старая личность, ее уже нет, а новая еще нет. И вот это вот, знаете, состояние, его еще называют «Темная ночь души». Есть даже книга такая. Я не читала это, честно, уязвимо и искренне, но вот по звучанию, вот «Темная ночь души», она, скорее всего, вот так и выглядит. Когда ты не знаешь вообще ничего. Ты соединяешь себя с вот этим незнанием, что я не знаю ничего, и я не контролирую ничего, я не отвечаю ни за что абсолютно в этот момент, в эту секунду. Ты просто рассоздаешь все, что не связано с тобой. Ты видишь, что ты рассоздаешь. Ты просто погружаешься в вот это вот какое-то незнание, я все и ничего одновременно, и ты просто вот слушайте меня сейчас не умом, а сердцем. Не нужно вызывать 103, говорить, что я сумасшедшая, потому что я и есть сумасшедшая. Я с ума сшедшая, понимаете? И на самом деле вот эта вот темная ночь души, она не такая страшная, как кажется. Сейчас, спустя полгода, я вам могу точно с полной уверенностью сказать, да, за эти полгода произошло очень сильно много изменений, очень сильно много просто каких-то выгружалось моментов, каких-то программ, каких-то
ассоциаций себя. То есть я рассоздавала себя, я снимала, я разбирала себя по пазликам, по кусочкам просто и сверяла, а это я ли, а это вообще обо мне, а кто это, а какая я, а что я люблю на самом деле, а что мне нравится. Я впервые начала задавать себе эти вопросы. Я впервые не пыталась быть хорошей. Я впервые не пыталась кому-то понравиться. Я впервые не старалась чего-то там изменить. Я просто позволяла всему быть. Я снимала контроль, я снимала ожидания, я рассоздавала иллюзии, я обнаружила рамки, которые я сама же себе, иллюзорные свои рамки, которые я сама же для себя нарисовала, я их полностью снимала и убирала с себя. Я освобождала свое тело, свое сознание. Это на самом деле огромная работа, которая просто иногда выворачивают, знаете, как вот вы берете как будто бы полотенце, вот вы погружаете его в воду, достаете, вот начинаете выкручивать. Вот я вот это делала с собой. Я просто себя выкручивала, я выкручивала из себя абсолютно все, что изжило, что уже не готово, что не ассоциируется со мной. Я обнаружила, что я абсолютно другая. Мне муж начал говорить о том, что я абсолютно другой человек. И я больше скажу, я в муже своем тоже начала видеть абсолютно другого человека. И в этом открылась и сердечная чакра, и в этой сердечной чакре открылось очень много любви. В этой огромной силе любви открылось очень много уязвимости, очень много таких, знаете, тонких моментов, к которым не каждый человек готов, который не каждый готов вообще в принципе прикоснуться. Слушайте сейчас меня сердцем. Слушайте сейчас меня душой. Я не устану это повторять. Это важный момент, это важное событие, это важное. Я вам сейчас передаю те коды, которые я пропустила, через которые я прошла. Я вам сейчас передаю то, что я прожила, что я ощутила. Попробуйте услышать меня душой и сердцем. Это очень важно. Впустите в себя хотя бы маленькую частичку чего-то нового, чего-то не похожего, чего-то того, вот хотя бы услышите этот запах абсолютно другой истории, что вы не то, с чем вы привыкли себя ассоциировать, вы нечто большее, вы нечто более глубокое, вы нечто более сильное, более, я не побоюсь этого слова, волшебное, нежели просто личность, с которой вы привыкли себя ассоциировать. Это был такой вау. Та-ра-та-ра-та-та-та-ра-та. Видели, как красиво? Это древний, древний исторический галисийский лес всяких там шаманов, ведьм, магов и так далее. Это наша земля, откуда мы все ведьмы, шаманы. Да, Я дома. да. Это же кабалка. Блин, капец, как тут красиво. Просто красиво. Все блестит. Пойдите.
Катается. Красиво. А вот что, искусственный порог такой сделали, получается? Запрудили, типа, Ого, какая гладь. Да. Идем по такому мостику, он шатается, прям стрёмно. Вообще. Затем мы поехали в Финистеру. Финистера считается нулевой точкой, хотя, если честно, таких нулевых точек на пути Сантьяго сейчас уже довольно много, и все это немного превратилось в туристическую историю. Но именно в этом городке чувствовалась какая-то атмосфера, то ли дело в океане, то ли в самой атмосфере, то ли в том, что наше тело наконец-то дошло и начало проживать весь путь, а может быть все вместе, но ощущения там были очень глубокие. И круто, что у нас было целых 3 дня, чтобы просто побыть возле океана. Мы ездили к водопаду, гуляли по галисийскому эвкалиптовому лесу, и все это проживалось очень мягко, тонко, глубоко, плавно, как-то как-то в теле. Вот понимаете, впервые я чувствовала свое тело и чувствовала я его иначе. И муж говорил, что у него подобные ощущения. И это было очень сложно описать словами. Это и сейчас сложно писать словами, но я желаю вам, чтобы вы почувствовали такое же подобное ощущение, или такое же, или подобное, да, что такое находиться в собственном теле и ощущать это живое нахождение в собственном теле. Вы знаете, как будто бы растворяешься, растворяешься в этих местах, растворяешься в собственном теле, растворяешься в ощущениях, сдаешься процессу жизни. То есть ты его не контролируешь, ты ничего не ожидаешь, ты просто сдаешься этому процессу жизни. И я очень советую, если вы пойдете по Сантьяго, выделите несколько дней, чтобы проехаться по этим волшебным местам, да, по этим лесам эвкалиптовым. Вы точно не пожалеете, оно того стоит. Сейчас на краю земли, и здесь множество людей собираются, тихонько сидят и смотрят на закат. Это все, что объединяет этих людей. Там наверху, здесь, там лазят. Все люди пришли смотреть на закат. Вон там едят, кушают, пьют. Это очень красиво, очень откровенно, красиво, завораживает. Учитывая, что каждый закат это единственный закат в жизни, каждый уникальный, и не так много мы их наблюдаем. Закат на краю земли это вообще. Заночевали последнюю ночь мы прямо здесь, на горе, в машине, где и смотрели этот закат. И потом утром следующего дня немножко прогулялись, пообщались с местными горными козами, которые просто прыгали по скалам, и это, это тоже очень удивительный процесс. И поехали еще к одному водопаду, там встретили внезапно девочку, с которой мы не раз пересекались, китаянку,
с которой пересекались, когда проходили путь Сантьяго, немножко пообщались, как у нее ощущения. Она поделилась тоже какие-то, она говорила, что какие-то ощущения в теле очень не похожие ни на что, и до этого она тоже также ни разу их не ощущала. После этого мы поехали в аэропорт, переночевали в аэропорту до утра. Там многие так делают. И утром, ранним утром у нас был вылет. В 4 утра мы улетели обратно домой. Спасибо, ребята, что были, что прослушали. Напишите, пожалуйста, свои ощущения. Хотели ли бы вы пройти этот путь Сантьяго? Проходили ли вы? Может, вы были? Какие ощущения были у вас? Откликнулось ли вам что-то из того, что я проговорила сегодня? И поставьте лайк. Не забудьте обязательно подписаться. Чуть не забыла, кстати, вот мы нарвали эвкалиптовых листиков, и я дома из них сделала эвкалиптовое масло. И сейчас я его добавляю в свои арома масла, которые я делаю, арома роллеры, которые я делаю, и просто добавляю их там, допустим, когда чищу пространство дома или мою двери, или пол, или еще что-то, когда вспоминаю обязательно. Вот так вот мой муж добывал эти листья. Не советую повторять, на самом деле мы не супер круто, конечно же, сделали, но если вдруг хотите, их обязательно нужно рвать молодыми, то есть вот так вот этот вот период, как мы, то есть в июле. Еще раз спасибо за то, что были с нами. Спасибо огромное. Мне безумно приятно, что вы пишете, что вы откликаетесь, что вы слушаете. И дальше я буду стараться максимально давать уже без страха свой эзотерический контент. Поэтому, кому интересно, оставайтесь, пишите, лайкайте, записывайтесь на сессии ко мне обязательно. Кому это не откликается, я желаю вам обрести и найти свое. Спасибо большое. Хорошего дня. И до следующего видео. Пока-пока.